Добрый день, меня зовут Виктория Косик, я сертифицированный гештальт-психолог, магистр психологии, и сегодня я хочу поговорить на такую тему про Канье Уэста и его выходку на красной ковровой дорожке в 2025 на Грэмми. Сегодня я порассуждаю на такие темы, почему вообще он свою жену выпихивает на красную ковровую дорожку обнаженной, с чем это вообще может быть связано, о чем этот поступок может говорить с точки зрения психологии. Рассмотрим, это вообще единственный такой его случай, либо это какая-то регулярная, постоянная уже некоторая привычка, а следовательно, о чем она может говорить. Также поговорим сегодня про его личностные особенности и про динамику вообще их отношений. И в начале этого видео я хотела бы попросить вас подписаться на мой YouTube-канал, подписаться на мой Telegram-канал. Там я пишу уже не каждый день, но через день обычно какие-то статейки про отношения, разные шуточки выкладываю, рассказываю про свою жизнь, рассказываю, на какие мероприятия, на какие конференции я там сейчас езжу и так далее. Кстати, вот сейчас я вернулась вчера, получается, после конференции в зимней школе. Она проходила в Подмосковье. Проходила она в течение 4 дней. Там было 600 психологов. Конференция была масштабная, интересная. Более того, я там выступала. Я проводила там мою мастерскую. Мастерская моя называлась «Слушай тело и зарабатывай больше». Мы говорили на тему денег, как заработать финансы, денежки, деньги ваши, знаете, таким фокусом на ваше тело, чтобы это желание было ваше. Рассматривали вообще, почему ваши желания, если, допустим, они есть, они не реализуются, то есть какие преграды стоят, внутренние барьеры на пути к реализации такой цели. Вот. Но эта мастерская прошла. Поэтому записаться на нее нельзя, но я регулярно, сейчас у меня, кстати, в Телеграм-канале есть список конференций, в которых я принимать буду участие, вести мои мастерские. Я часто веду мастерские на тему отношений, на тему приближения и на тему желаний и денег. Вот, это такие мои любимые вкусные темы, в которых я так специализируюсь. Вот. Еще я настроила сегодня свет, так немного приглушенный. Он не так, как обычно у меня прям светит такой и там, и там, и там. Вот, сейчас, в общем-то, как-то прям так понежнее, помягче. Какую-то я такую картинку пытаюсь сейчас создать, более такую гармоничную. Но в то же время, заметьте, у меня сегодня вот такой вот микрофон. Огромная стойка, она реально классная, она красивая, я прям ее искала. Но микрофон, который я купила в прошлый раз, который я показывала в прошлый раз, он мне не понравился, я его сдала. И пришлось сюда, в общем-то, напялить, хочется сказать, напялить. Вот такой вот микрофончик, петличку. Я думаю, приблизительно расстояние даже ближе, чем обычно она висит у меня вот здесь. Поэтому, надеюсь, звук вообще будет. И начну я сначала рассуждать на тему того, разовый ли это поступок был, либо это уже какая-то постоянная, регулярная такая от Канье Уэста, регулярный проступок, который уже постоянно так длится. Я все-таки считаю, что это уже неоднократное поведение Канье Уэста, не сильно адекватное, не сильно социально одобряемое. То есть то, что сейчас он вытворил на премии, я слышала, что его вообще никто не звал, что его никто не приглашал, и он приезжает со своей Бьянкой, со своей женой, которая была одета в черной красивой шубе, но в то же время она разворачивается спиной к журналистам, к фотографам и снимает, сбрасывает свою красивую черную шубу, а под ним типа а-ля какой-то, я не знаю, чулок, носок прозрачного цвета. Я не буду говорить, что это платье. Понятно, что там типа а-ля можно сказать, что она была в платье, но настолько все прозрачное, что там вообще нет никакого нижнего белья. По сути, это вот такой социально не сильно адекватный поступок. Так вот, и первое, с чего бы я хотела так обсудить эту тему, насколько это разовая ситуация. Или все-таки это уже про некоторый такой диагноз, про некоторую регулярность,
импульсивность, которую мы можем заметить, в общем-то, в этих двух персонажах. Так вот, я так буду подсматривать в свои записи, которые я здесь сделала, поэтому так ожидайте, знайте, что вообще я здесь делаю. Вот, например, у него было выступление на церемонии MTV Music Awards в 2009 году, где он прервал речь Тайлор Свифт, прервал ее и сказал: «Вообще-то, ты получила здесь там какую-то премию зря, самая лучшая была Бейонс». И на тот момент это был огромный скандал, как так вообще Канье Уэст вообще так откликнулся. Но после этого Тейлор Свифт, понятно, что у нее было ужасное состояние, она была в некотором депрессивном таком периоде, но в то же время после такого высказывания от Канье Уэста она стала очень популярной и известной. Да, ее там забулили очень сильно, как так вообще Канье Уэст вообще посмел, стали поддерживать эту Тайлор, и... Блин, это поезд поехал. Вот, поэтому, смотрите, вот это первый такой был его проступок, он достаточно неадекватный, он резкий. Вот, следующий момент, что еще было? После он вообще объявлял о намерении баллотироваться в президенты США. Вот. Ну и плюс регулярно мы видим, что с Бьянкой Цензори, это его жена, он постоянно, после того, как он развелся с Ким Кардашьян, он постоянно выходит с ней в каком-то таком одеянии, где она в неоновом чулке, где она обнаженная, где на ней просто какие-то капронки, где она вообще без ничего. Телесность ее, слишком ярко выражена, она слишком не прикрыта. Поэтому такое поведение от него мы и раньше видели, мы и сейчас продолжаем видеть, но это сейчас поведение начинает отыгрываться через его жену. Раньше он и сам как-то транслировал некоторую такую непредсказуемость, а тут мы уже видим, что это переходит в то, что его жена начинает тянуть одеяло на себя и, в общем-то, привлекать внимание через свою такую персону. Какие личностные черты я могла бы вот так выделить у Канье Уэста? Первое, что хочется так сказать, это про стремление к вниманию. То есть он такой любитель привлечь внимание, ему как-то у него есть постоянно такое желание, чтобы он был на слуху, чтобы его как-то обсуждали, чтобы он как-то был видимой фигурой. И также у него есть склонность к постоянным необдуманным поступкам. То есть вот эта вот импульсивность, вот это вот взял микрофон, вот это вот вылез, резкость. Вот. Ну и чувство грандиозности, исключительности, что я особенный, что я вот сейчас как скажу свое мнение, так вообще вот прям как будто бы свет изменится и земля покрутится в другую сторону. Дальше я немного хочу рассказать про то, как Канье стал публично неординарным таким человеком и на чем он, в общем-то, заработал свои хорошие, в общем-то, деньги, на каких качествах он хорошо так едет, вот, и что ему, в общем-то, помогает хорошо зарабатывать и быть в таком шоу-бизнесе достаточно известной фигурой. Он делает достаточно такие социально неодобряемые вещи. И, в общем-то, благодаря таким неординарным, противоречивым своим заявлениям, своим поступкам зарабатывает очень хорошую сумму денег. Я помню, был такой некоторый сюжет, где он у Ким Кардашьян спрашивал: а почему ты вышла там со мной на какую-то там премию или где-то там вышла полураздетая, плохо одетая, слишком много было всего видно, на что Ким ему сказала, говорит: вообще-то это ты меня поддерживаешь в том, чтобы я была яркой, в том, чтобы я ярко проявлялась. Вот. И это был, кстати, первый такой повод, где он свою девушку сначала так, как-то хотел остановить, но после этого, заметьте, после этого момента он стал культивировать это. Более того, понятно, что я не знаю, что происходило в отношениях у Ким и у Канье, но я подозреваю, что, возможно, он очень сильно влиял на Ким Кардашьян. Влиял тем, что, возможно, снова, как я и говорю, она просто всю себя переделала. Я не буду сейчас вдаваться в подробности воспитания Ким Кардашьян, но немного скажу про то, что ведь у нее была такая достаточно властная мать, которая ей говорила, что нужно делать, которая пыталась создать такую некоторую холодную атмосферу в доме, где
Ким, как хорошая девочка, слушалась ее, была правильной и послушной, такая, как мама сказала, что нужно там какую-то сцену принять участие, сыграть, чтобы стать знаменитой. В общем-то, на это Ким и соглашалась. И выходит так, что Ким нашла следующую себе такую мать, которая будет ей говорить, как, что делать, в лице Канье Уэста. У меня есть мысли про то, что, скорее всего, Канье Уэст пытался первоначально создать из Ким такую, знаете, как из белой женщины фигуру чернокожей, где мы видим по Ким, что она с такими пышными формами, где она белокожая женщина, но в то же время у нее мои мысли, что Канье из нее сделал такую белую кость, но с пышными формами, пышной фигурой, как в общем-то, свойственно иметь такие большие жопы для чернокожих больше людей. Понятно, что это нигде никак не оглашается, нигде никак это не говорится, но заметьте, все девушки Канье Уэста, они пытались себя перекраивать дальше уже, как-то меняться, что-то из себя там выделывать, переделывать и так далее. У меня мысли про то, что это все благодаря ему, то есть он создает такой вайб, чтобы девушка становилась лучше, чтобы девушка становилась лучше именно в той парадигме, которую он считает, это делать вот эти огромные сиськи и большую жопу. Вот, поэтому такие мужчины, как Канье Уэст, это мужчины такие абьюзивные, мужчины, которые пытаются из девушки сделать что-то. Это такое, знаете, объектное отношение. Это девушка, которая воспринимается как некоторый такой кусок мяса, из которого Канье будет делать все, что он хочет. Вот. И, возможно, на какой-то период Ким Кардашьян это устраивало. Но в общем-то, их союз распался. И еще дальше я хотела бы рассказать некоторые его такие достаточно экстремальные поступки. Они касаются даже его уже не сильно личной жизни, а, в общем-то, его поступков в его карьере. Из чего, в общем-то, я делаю вывод, что вот это вот экстремальное его поведение и делает его как раз-таки богатым. Вот это вот неординарные поступки, его отсутствие страха и делает его вот таким вот живчиком и мужчиной, который очень хорошо зарабатывает. То есть мы понимаем, что он такое создает резонансное поведение, непредсказуемость некоторых своих поступков, скандальные высказывания. И первое, в общем-то, скандальное высказывание, которое я хотела бы здесь напомнить, это симпатия к Гитлеру и антисемитизм. Вот, например, в 2022 году Канье Уэст неоднократно делал антисемитское высказывание, восхваляя Гитлера и нацистскую Германию. Он говорил такую фразу: «Я вижу хорошие вещи в Гитлере, каждый человек имеет какую-то ценность, особенно Гитлер». Следующая фраза: «Мы должны перестать постоянно критиковать нацистов. Я люблю нацистов». К чему это привело? Он потерял контракт с Adidas, с Balenciaga, Gap, и, в общем-то, ущерб был около $1 миллиарда. Также его заблокировали в Твиттере и в Инстаграм, что послужило резкому ухудшению его репутации среди преданных, в общем-то, его фанатов. Далее было его выступление в VMA 2029 году, которое я немного уже, кстати, говорила про Тайлор Свифт, когда она вышла в 2009, получала награду «Лучшее женское видео», и Канье неожиданно вскочил на сцену и стал говорить такую фразу: «Тайлор, я очень рад за тебя, я дам тебе закончить, но Бейонсе было одно из лучших видео из всех времен». Вот. Какое было же последствие вот этой фразе Канье Уэст? В итоге Канье выгнали из церемонии. Президент США Барак Обама назвал его ослом. Он был большим врагом для Тайлор Свифт. Позже признал, что вообще Канье Уэст в тот момент был пьян, и поэтому он вышел на сцену, в общем-то, под воздействием алкоголя. Следующий момент, который тоже был такой достаточно непредсказуемый. Он баллотировался в президенты США в 2020 году. Его предвыборная кампания была хаотичная, непредсказуемая. На первом митинге он расплакался, рассказывая, что пытался убедить Ким Кардашьян сделать аборт, когда она была беременна их первой дочерью Норт. Вот нормально, как вот такое вообще говорить об этом еще? Вообще то, что этот прецедент был, еще и вот про это говорить. Ну, ужас. Далее говорил, что Гарриет Табмен не освобождала рабов, а просто заставляла их работать на других белых. Вот, то есть странные высказывания.
Еще вот сюда же хотела бы добавить про последствия. Какие же были последствия на такие его высказывания? Кани получил более 600 голосов по всей стране. Его семья начала открыто говорить о его нестабильном психическом вообще состоянии. И это, кстати, послужило началом разводного процесса с Ким Кардашьян. Далее, что еще было такое неожиданное и непредсказуемое со стороны Канье Уэста? Это ненависть к Питу Дэвидсону. Ким Кардашьян встречалась после развода с Питом Дэвидсоном, и Канье объявил ему войну. То есть неадекватная, агрессивная реакция. В Инстаграм он его назвал оскорбительным прозвищем. В клипе на песню «Изи» показал анимацию, где похищает и закапывает Пита. Писал в социальных сетях, что у него мечта убить Пита. И какие же были последствия? Последствия были такие, что у Пита начались панические атаки, он лечился в психиатрической клинике, потому что, это все-таки влияло на Пита. И по окончанию всей этой ситуации Ким Кардашьян окончательно разорвала связь с Канье Уэстом. Далее была футболка White Lives Matter, лозунг, который социализируется с ультраправыми группировками. И какие были после этого вообще последствия? Канье начал публично ссориться со многими знаменитостями, включая Jay-Z. Бренды начали массово разрывать контракты с ним от того, что вот такая вот футболка вышла. Потом был скандал с Forbes, когда журнал Forbes опубликовал список миллиардеров и оценил состояние Канье Уэста в 1,3 миллиарда, он написал в редакцию. Перевод такой: это не 1,3 миллиарда, а 3,3 миллиарда. Почему никто в Forbes не умеет считать? Какие были последствия? После этого разорвался у него контракт с Adidas в 2022. Состояние его упало до 400 миллионов долларов. И Forbes его вообще убрал из списка миллиардеров. Следующий интересный скандал. То есть вы замечаете, скандал за скандалом, но он берет эти скандалы и переигрывает. Там эти футболки взял, потом перепродал. То есть он вот эти все скандалы использует в финансовое, в общем-то, такое благо себе. После одного из скандалов выпустил кроссовки Изи. То есть, вроде бы какие-то трешняковые такие и достаточно странные поведенческие поступки, но после этого он финансово, в общем-то, своим вот таким вот трэшем хорошо зарабатывает. Следующий скандал. У него был скандал с Трампом. В 2018 году он заявил, что поддерживает Дональда Трампа. Они встретились с ним в Белом доме. Он надел кепку «Make America Great Again», сказав Трампу, я читаю так перевод: у Трампа драгованная энергия, типа как энергия дракона, и у меня тоже. Какие были после этого последствия? Многие фанаты отвернулись от него, Канье потерял поддержку чернокожего сообщества. В общем, итог подведу такой, что его поступки достаточно неординарные, они эпатажные, они вызывают очень много трэша, смеха, эксцентричные, непредсказуемые. И понятно, что мы наблюдаем, что у него есть некоторые психические расстройства, про которые он говорит. И то есть вот эти вот выходки, непредсказуемость, это постоянное влияние на негативное, в общем-то, влияние на его репутацию. Да, он это выкручивает, но заметьте, как он это делает. То есть он не боится ставить все. Он как вот такая у меня метафора, как будто бы, знаете, вот есть люди, которые играют на бирже, ставят, в общем-то, большие крупные суммы на какие-то непредсказуемые, там, допустим, скачки, непредсказуемый какой-то вообще выигрыш он будет или нет. То же самое делает Канье. То есть это высокий уровень желания, знаете, почувствовать адреналин, почувствовать эндорфин, почувствовать этот кортизол. Такая психика, где он через боль, сначала вот где эта боль встречалась там, где его Ким Кардашьян вышла немного в обнаженном виде, а после этого он понял, что он на это чувствует боль, он стал эту боль культивировать. То есть он создает неординарные, странные поступки, которые, в общем-то, причиняют ему боль. И у меня такие мысли, что через такое достаточно пограничное поведение он включается и он чувствует себя живым.
а люди ему еще и после этого платят. Это уникальная, конечно, возможность, уникальный какой-то прецедент, и мне безумно интересно, когда же это, или посадят, или когда же это все закончится, потому что, это поведение, оно социально неодобряемое, он ходит по грани, он обожает ходить по этой грани. Вот еще такая же метафора, как будто бы, знаете, вот человек под употреблением постоянно употребляет в высоких дозах и думает, какой-то, возможно, кайф получает, но все время есть такая грань, что останется ли он жив или умрет, останется он жить или умрет. Вот такая же вот ситуация с Канье Уэстом. То есть он ходит по тонкой такой вот проволочке уже. И понятно, что вот эти все отношения с Бьянкой это психологическое насилие, это сильное влияние. Я не удивлюсь, что он ее бьет, я не удивлюсь, что он психологически на нее как-то влияет. Такая, знаете, промывка серьезная мозгов девушек, вообще всех. Начиная от Ким Кардашьян, Бьянки, я уверена, что там список огромный. И, кстати, дополнительно еще я веду мою терапевтическую группу. Сейчас есть одно место, я ее провожу сейчас в Москве. И если вы хотите на практике понять, почему у вас не складываются серьезные длительные отношения, глубокие, теплые, поддерживающие, или вообще просто вот вы хотите какие-то отношения, но как-то они у вас не получаются, будь то серьезные, будь то несерьезные. Поэтому приходите, подписывайтесь на мой телеграмчик, подписывайтесь на мой ютубчик, и пишите также обязательно комментарии под этим видео. И немножко расскажу про биполярное расстройство личности, вообще как оно прослеживается, какие есть симптомы. И понятно, что это первое, это резкие изменения настроения, то есть переход от мании к гипомании. И в случае Канье Уэста это происходит достаточно эксцентрично, то есть появляется гиперактивность, появляется вот эта вот грандиозность, чрезмерность, то есть какая-то самоуверенность и вот такая, которая проявляется на некоторой такой маниакальной фазе, которую мы видим. И признаки вообще такой вот мании – это поведение, что, например, публичное заявление, в котором он как раз-таки так заявил, как будто бы его мнение единственно верное, что вот он сейчас сказал, что вот Бейонсе получше Тейлор Свифт, как будто бы вот никто не догадывался, вот он такой вот один уникальный, и он только знает вообще, что вообще происходит в мире, и что его мнение единственно верное, сейчас все узнают, и что-то изменится. Нереалистичные планы, следующий момент, который относится вот относительно биполярного расстройства, к Канье Уэсту. Это создание империи в различных сферах, например, музыке, моде, политике, где он может вытворять все, что вообще он решит и захочет сделать. Более того, я бы еще здесь отнесла, что у него все-таки не только биполярное расстройство личности, а также еще и есть такая вот склонность к нарциссизму. И более того, хочется сказать, что не факт, что у человека там есть только одна какая-то такая субличность или один полюс в личности. Может быть так, что эти два полюса будут соединены. То есть и биполярное расстройство, плюс и нарциссические такие вкрапления нарциссического расстройства личности. И я немножко так скажу, что именно за Канье Уэстом я наблюдаю, как проявляется именно нарциссическая личность именно у Канье Уэста. И здесь некоторые такие признаки. Это первое, это грандиозность. То есть Канье многократно говорил о своем величии, как музыкант, как дизайнер, как личность, которая имеет, в общем, какой-то грандиозный характер относительно музыки, вообще в мировой культуре. Также у него есть такая постоянная потребность в восхищении, он активно привлекает внимание уже разными способами. И сейчас просто эта ситуация с Бьянкой, она ярко показывает то, как он через уже свою девушку, через унижение ее привлекает снова же к себе внимание уже таким способом, уже таким нарочито, уже даже вот где-то уничижительным к другому человеку, а именно к его жене. Следующий момент – это отсутствие эмпатии, то есть он демонстрирует пренебрежение к чувствам других людей. Допустим, вот обычному человеку, как вы думаете, будет ли ему безразлично то, что он выходит голый? Вообще нет. То есть это некоторое такое пренебрежение к своей жене.
Я хотела бы все-таки еще рассказать про детство немного Канье Уэста и Бьянки с целью показать, а что же у них есть вообще общего. Вот, допустим, что я нашла про Канье Уэста. Он родился, получается, в 1977 году, штат Джорджия, США, и в 3 года, получается, его родители развелись. Он переехал с матерью в Чикаго в 5 лет, сочинял музыку, посещал художественную школу, у него была страсть к музыке, ну и дальше у него уже появилась страсть к продюсированию. В 13 лет он записал свою первую рэп-композицию и убедил мать оплатить его студийное время. Дальше немножко расскажу про Бьянку Цензори. Она 1905 года, родилась в Мельбурне, Австрии. Детство и юность она провела в Мельбурне, где окончила протестантскую школу. У нее тоже, в общем-то, с детства был такой интерес к творчеству, к искусству. Ее вдохновляла ее тетя. Она поддерживала ее художественное стремление. Также она закончила потом Мельбурнскую школу, потом институт, и там изучала архитектуру. После она основала бренд ювелирных изделий, ну и потом получила степень бакалавриата уже в 2017 году. Она занималась дизайном, то есть ее привлекало тоже такая некоторое желание, любовь и интерес к искусству, к творчеству. В общем-то, как очень похоже, как мы наблюдаем, было у Канье Уэста. У нее больше такой как-то дизайнерско-архитектурный такой жанр, а у него больше такой музыкальную нотку. И уже в ноябре 2020 года она присоединилась к команде Канье Уэста по разработке бренда одежды и обуви. В общем-то, это то, что ее и до этого, в общем-то, привлекало, и она решила, в общем-то, когда уже сошлась с Канье Уэстом, это направление продолжить. Дальше я хотела бы немножко рассказать про их пару, что же вообще может быть то поведение, которое они, в общем-то, демонстрируют в таком публичном пространстве. Ну, первое, в общем-то, что я так замечаю по поведению, я бы отнесла это к такой демонстративности именно Бьянки. Но я не могу сказать, что, знаете, что это чисто Бьянки, эта демонстративность, в общем-то, есть и у Канье Уэста. Поэтому те пункты, которые я сейчас буду здесь говорить, они будут относиться как к одному, так, в общем-то, и к другому. Они такие склонны к демонстративному, такому эксгибиционистскому даже проявлению себя в публичном пространстве. Конечно, могут здесь психиатры даже назвать, что это демонстративное расстройство личности, но я буду, в общем-то, как психолог освещать разные свои гипотезы, да, на личностные расстройства, но, в общем-то, диагнозы здесь я ставить не буду. Это всего лишь мои гипотезы, они основаны только на моих фантазиях, потому что единственное, на что мы можем опираться и основываться, практические психологи в первую очередь, это на том, что приносит нам клиент. А так как в этом видео и вообще в других видео всех людей, которых я разбираю, они ко мне не приходят в мой кабинет, и я с ними не работаю, следовательно, это все является развлекательным контентом, это все является некоторыми такими моими догадками. Более того, если вы смотрите видео психологов и мое видео, это не будет никак показывать, как я работаю как психолог. И похоже где-то даже на супервизорскую такую часть группового процесса, где один из, допустим, психологов провел сессию, и после мы в кругу начинаем, так же, как и я сейчас здесь, набрасывать свои гипотезы. Но так как я разбираю здесь именно звезд, то есть это просто такой некоторый формат моих рассуждений и гипотез. Но вы можете также внизу тоже писать свои гипотезы и постарайтесь их обосновать. Не просто писать так плохо, хорошо, а как-то тоже я вас призываю к логическому мышлению, способности рассуждать, не просто говорить это плохо, это хорошо, это там еще как-то, а, в общем-то, анализировать и делать некоторые гипотезы относительно того, что вы видите. Вот. Что я вижу по отношениям, это их общая такая склонность к демонстративности, к постоянному такому привлечению внимания к своей персоне, желание как-то вот, чтобы другие люди их замечали, к театральности, к демонстративности, привлечению взглядов и достаточно такому, знаете, вычернутым, достаточно форматом, потому что, заметьте, она пришла
там не как Леди Гага, там Бьянка на красную дорожку в каком-то мясе, там, знаете, или с пером каким-то, или как Киркоров со всеми стразами мира, вот. А тут совершенно другой. Здесь такой какой-то маневр, ну, такой жанр, ну, таком где-то сексуализированном контексте, где очень много телесности продемонстрировано. Ведь она вообще пришла без трусов, она пришла без лифчика, без нижнего белья. Это про... Следующий пункт я дальше так расскажу. Это про, ну, такую супероткрытость, суперинтимность, про которую я дальше буду рассказывать, пока не буду следующий пункт говорить. Вот. То есть это такой способ демонстративный привлечь внимание мужчин, привлечь внимание публики, привлечь внимание СМИ, общества, партнера, такой мощный двигатель, где можно, ну, как-то так, даже я снимаю видео, ведь это тоже не просто так, и мое внимание тоже они привлекли. Второй пункт, это вот про то, что я говорила, это нарушение границ. Вот как раз-таки это то, что свойственно при биполярном расстройстве, а именно в маниакальной такой фазе. Человек, то есть, может входить в некоторую такую эйфорию, я сейчас говорю про Канье Уэста, вседозволенности, пренебрегать социальными нормами, сопровождается это, может, такими, знаете, рискованными, неожиданным поведением, где-то высказывания публичные, неожиданные, где-то скверные, уничижительные в сторону других людей. Но в то же время, знаете, я здесь замечаю про то, что, а как бы я себя чувствовала, если бы я вот на, ну, такой вот красивой там ковровой дорожке, где все приходят нарядные, где все там стараются как-то показать, вот смотрите, у меня там платье Дольче Габбана. И тут выходит Канье, которого не звали, выходит Бьянка в красивой шубе. Это бы меня в первую очередь привлекло как-то ко мне вообще какое-то внимание. Но после, когда она повернулась спиной, это такой маневр интриги. Вот, ух ты, ну да, голая спина. Вот на вот этом моменте, где голая спина, было для меня достаточно. Вот эта вот интимность, вот эта вот такая загадка, где красивая обнаженная спина, там же могло быть платье, там, ну вот, и она так показала там спину, но что происходит после? Она разворачивается, и мы видим, мы видим все ее гениталии, мы видим вот эти вот силиконовые сиськи. Те чувства, которые у меня вызывало, это вызывало чувство отвращения. И более того, если бы я стояла там, так же, как журналисты, смотрела бы на тех людей, которые проходят, в чем люди одеты, мне бы хотелось блевать. Как будто бы, знаете, нарушили некоторые мои границы дозволенности и не спросили у меня, а хочу ли я видеть вот такой вот нуд-фотосессию. Да, это классный маневр, да, это классная штука по привлечению внимания, но это привлечение внимания у меня через отвращение идет и через злость. Какого черта именно таким способом вы привлекаете мое внимание? Это социально не норма, это социально неодобряемое поведение. Я не буду говорить, что, знаете, там это один человек, что только Канье Уэст какой-то не в себе. Нет. И мужчина, и девушка часто имеют похожие предрасположенности. Просто у одного этого будет больше, у другого меньше. Если мы сейчас говорим про пограничное такое расстройство, которое я наблюдаю и говорю, что как гипотеза, что это здесь есть, то у Канье, допустим, оно может быть больше проявлено, у допустим, Бьянки меньше, либо оно проявлено больше, когда она, допустим, употребит или, я не знаю, ну то есть какие-то психоактивные вещества. Я все-таки склонна ставить гипотезу, к которой я пришла, это про то, что, скорее всего, Канье как-то влияет на свою жену, и это такое поведение, которое Бьянка вынуждена отыгрывает в отношениях с Канье Уэстом. Я не знаю, что там может происходить, допустим. Это может быть таким, знаете, проявлением, где Канье испытывает сексуальное, допустим, влечение, когда его женщину там разглядывают и рассматривают. Это можно сказать как проявление куколда. Такое вынужденное поведение Бьянки, где она пытается этим удержать, возможно, Канье Уэста. Может быть, там, я не знаю, он как-то ее обесценивает, и через этот способ, где она понимает, что именно таким способом привлечения внимания он будет ей дорожить, с ней оставаться и с ней удерживаться. Допустим, Ким Кардашьян на это не соглашалась. И вот Канье это, допустим, не устраивало. Или, может быть, в каком-то диалоге он про это говорил. А Бьянка такая, а я на это соглашусь.
И тогда это будет являться таким некоторым способом удержания его внимания. Хочет быть хорошей девочкой. Кстати, про хорошую девочку я сняла разбор классный, посмотрите. И, кстати, я слышала, что отец Бьянки начал сейчас расследовать эту историю и пытается понять вообще, как Канье Уэст влияет на его жену. И я считаю, что это очень хорошая идея. Вообще просто проверить ее на прием психоактивных веществ, сводить бы ее к психиатру, и вообще психологу то же самое. Почему? Понять бы вообще, на чем основываются эти отношения, что там происходит, есть ли там вообще какие-то некоторые перверсии в отношениях, вообще, то есть, что там вообще происходит. Возможно, Канье Уэст оказывает свое влияние, заставляет делать какие-то неудобные вещи, а Бьянка стремится угодить своему партнеру любой ценой, даже через такое унижение. Часто отыгрываемый сценарий, когда девушка находится в созависимых отношениях. Здесь мы видим это в утрированном таком формате, где это уже прям вот «здравствуйте, я без трусов». Вот. Ну, а в жизни ведь созависимая девушка – это частая история, когда девушка там отказывается пойти со своими подружками, но главное сидеть со своим мужчиной, убирает все вокруг него и готовит по 210 блюд, но главное остается с ним и забивает на свою карьеру и свою самореализацию. Вот. Но в отношении с Канье Уэстом и Бьянкой мы видим это в утрированном формате. Вот. Ну и последнее такое про их отношения, из-за чего, в общем-то, такой поступок может быть. Почему Бьянка вышла, не надев трусы, это уже такой последний мой пункт, как я и сказала, это употребление психоактивных веществ. Вот я смотрела это видео, когда она вышла, когда она стоит голая, посмотрите на ее глаза. Это пустой взгляд, это отрешенное вообще состояние, это вообще бесчувственный человек, это безэмоциональное существо, где мы видим, что ее как будто бы нет. Она как предмет, как объект стоит, но, в общем-то, эмоционального какого-то проживания там совершенно ничего такого, в общем-то, и нет. Такое вычеркнутое желание показаться, посмотрите на меня, увидьте меня, это некоторый такой признак глубокой психологической какой-то проблемы. Понятно, что у Канье Уэста он уже и говорит, что это биполярное расстройство, но к этому биполярному расстройству я еще вижу и нарциссическое расстройство. А у Бьянки я вижу некоторый такой склад личностной организации, склонность к эмоциональной зависимости, возможно, склонность к психоактивным веществам. Понятно, что за всеми этими такими психологическими проблемами мы многое что не видим. А часто за такими проблемами, которые я перечисляла здесь в этом видео, может стоять депрессия, апатия, импульсивные траты, нарушение сна. То есть это все то, что, скорее всего, скрывается за 7 печатями, и мы это не видим. Мы видим только то, что они выходят в публичное пространство, как они показывают свои, в общем-то, гениталии. Здесь я ничего здорового такого не вижу. Посмотрим, что будет дальше. Если будут какие-то еще интересные такие сюжеты и моменты, которые будут в публичном пространстве освещены, я с удовольствием их разберу. Но если вы, кстати, нашли какие-то интересные сюжеты, может быть, про Канье Уэста, может быть, еще про кого-то, вы мне пишите комментарии, пишите ссылки, я с радостью прочитаю, может быть, даже на что-то сниму видеообзор, свое мнение. На этом все. С вами была Виктория Косик, я магистр психологии, гештальт-терапевт. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, приходите на мои терапевтические группы. И, кстати, если кому актуально, приходите на мои консультации онлайн, либо, допустим, также вы можете записаться на консультацию в Москве. До скорой встречи и всем пока!